Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Сегодня мы будем слушать с вами лекцию по нулевому старшему аркану Шут. Для тех людей, кто использует марсельское таро или вообще работает в русле французской школы таро, привычно слышать, что Шут имеет 22 номер. Но для всех тех, кто приверженец английской школы, Шут всегда стоит впереди планеты всей и является самой первой картой, открывающей многообразие человеческих превращений, которые рассказываются в сюжетах разных колод Таро. Я надеюсь, что шум моего кондиционера не будет вам мешать, потому что сегодня слишком жарко. И, к сожалению, я нашла единственное место, в котором более-менее можно привести себя в порядок с точки зрения температуры. Поэтому, в общем-то, по традиции я начну с короткого исторического экскурса, а потом мы с вами обсудим всякие разные вопросы, касающиеся этого аркана. Так вот, что такое Шут? Одна из самых многослойных карт, несмотря на ее зачастую плоское восприятие. Большинство людей, особенно новичков, которые только начинают изучать Таро, рассматривают Шута как нечто поверхностное. Очень такое непредсказуемое, такое действительно джокерское. Вот это человек, у многих людей складывается ощущение, что Шут – это человек, на которого вообще в принципе нельзя полагаться. И мало кто думает, что на самом деле аллегория Шута, я бы сказала, квинтэссенция Шута – это прежде всего пассионарное отношение к жизни. По сути, Шут – это пассионарий. И многие, считающие Шута глупцом, не совсем правильно интерпретируют этот аркан, потому что глупец Шут только тогда, когда он представлен в теневой своей аспектации. То бишь в вашем раскладе он выпал в перевернутом виде, или он окружен какими-то очень неприятными картами, отягощающими его положение. Такими картами может являться семерка мечей, может являться луна, может являться дьявол, может являться пятерка жезлов. И в сочетаниях как раз-таки в этом случае Шут и будет даже в прямом положении иметь аспектацию человека весьма недалекого, глупого, на которого действительно нельзя полагаться и с которым действительно нельзя строить никаких отношений, будь то личные отношения или коллегиальные, потому что он навредит вам гораздо больше, чем вы можете себе представить. Так вот, если говорить об истории, да, исторические корни, образ самого аркана, откуда он вообще взялся, надо сказать, что все из вас наверняка по мультфильмам, по каким-то историческим фильмам наверняка не раз видели историю придворных шутов, которые были у каждого правящего в то время короля. И выглядели эти шуты весьма своеобразно. Во-первых, большинство из них были уже весьма преклонного возраста люди. И несмотря на их такое вот развлекательное описание, большая часть этих людей имела весьма трагикомичные лица. Потому что, в общем-то, когда ты являешься лицом, приближенным к телу императора, ты, как никто другой, понимаешь весь ужас, происходящий на самом деле вокруг тебя. И ты еще лучше всего понимаешь весь ужас от осознания, который тебя настигает. Это непременно происходит, когда ты понимаешь, что, в общем-то, даже смена этого императора на самом деле не изменит в глобальном смысле ничего, потому что каков император, такие, как говорится, и люди. Ибо, в общем-то, каждое существо, находящееся в социуме, достойны своего правителя в той или иной форме. Да? Недостойны своего правителя только те люди, кто хотя бы внутренне морально выражает какой-то протест. Так вот, шуты вообще по своей природе всегда являлись неким мостом. Мостом, который соединял, в общем-то, реальность, текущую, существующую реальность в стране и реальность короля, королевской семьи и вообще двора. Потому что на самом деле, когда мы рассуждаем о теме лицемерия и искренности подчиненных со своим руководителем, то наверняка многие из вас сталкивались с такой историей, когда в компании счастлив только тот сотрудник, кто умело лжет, кто умело присмыкается, подхалимничает и вообще является лицемером. И никогда, ни в каком
моменте не противоречит своему руководителю, даже слыша какие-то совершенно абсурдные приказы и так далее. Вот, в принципе, Шут являлся тем самым винтиком, который в такой вот саркастичной, ироничной манере высмеивал на самом деле глупость двора, глупость короля, какое-то бездарное управление вообще и прочие какие-то вещи, которые, в принципе, в нормальном обществе, наверное, не могли существовать, ну, не должны существовать, если говорить правильнее. То же самое в нашем мире происходит и сейчас, и ситуация принципиально никак не изменилась с того момента времени. Все мы с вами являемся героями одной большой трагикомедии под названием «Человеческая цивилизация», в которой как раз-таки люди, имеющие определенное чувство юмора, знающие, что такое ирония и сарказм, а самое важное, умеющие иронично смеяться над самими собой, и являются тем самым мостом между королевской знатью и реальностью. Потому что реальность у нас всегда представлена в буквальном смысле тем человеком, кто эту реальность представляет, и тем, кто в ней живет. У каждого человека своя реальность, и объективно люди, которые занимаются управлениями государств или там, не знаю, стран, регионов, они зачастую настолько сильно оторваны от реальности обычного человека, что только трагикомедия, мастерски сыгранная каким-нибудь шутом, может показать всю пропасть этих реальностей. Так вот, помимо того, что шуты являлись, собственно, рупором некоего такого собирательного общественного мнения умных людей, обличая в своих словах какие-то пороки и недостатки правителей, и вообще они могли безнаказанно нести любую околесицу, как оказывалось, и никто ничего им не мог сделать, потому что у него роль такая, он играет в этом театре, он придворный актер, он всех веселит, да, и что же ему голову рубить за то, что он такой весельчак? Нет. Это любой нормальный другой человек мог получить за это гильотиной по голове, а вот шуту позволяло сделать все, что ему заблагорассудится. Поэтому, в общем-то, для многих противоборствующих группировок шут в том числе тоже являлся рупором управления в каком-то смысле этого слова. Но и религия тоже в свое время повлияла на этот образ, потому что христианская концепция предполагает шута как некоего блаженного и юродивого человека. И, наверное, многие из вас не раз слышали про поговорку «над блаженными и юродивыми не смеются», потому что в каком-то смысле лишение рассудка у этих людей – это тоже некоторое божественное провидение, потому что когда человек лишен самоконтроля или каких-то вещей, он действительно может говорить истину такой, какая она есть. Вот, поэтому очень часто на каких-то средневековых фресках, гравюрах, в живописи сам по себе шут, как фигура вот этого блаженного и юродивого, представлял собой идею вообще какого-то смирения и самоотречения ради высших целей. Поэтому здесь я, наверное, сразу скажу, что концепция шута как раз-таки предполагает служение истине, служение божественному провидению, служение воле божественного провидения. И это служение вырождается в современном мире, кстати, да, я не оговорилась, но выражается служение именно в самоотверженном исполнении каких-то вот этих указаний, не знаю, каких-то посланий. Выражается это у обычного человека нестерпимым желанием сделать что-то из ряда вон выходящее, что поможет открыть перед ним какие-то новые двери. Такое вот слепое следование своему внутреннему зову, когда ты не можешь отдать себе отчет, почему тебе этого хочется, почему ты должен это сделать, но ты это делаешь. Это вот божественное провидение через шута ведет вас к новым приключениям и к созданиям своей какой-то новой жизни. Опять же, атрибутика христианская предполагала, что этот персонаж готов отказаться от всего мирского ради обретения
чего-то глобального духовного или готов отказаться от всего мирского для того, чтобы, опять же, полностью раствориться в этом служении какой-то высшей цели, какому-то высшему идеалу. Но на самом деле, когда мы смотрим на Шута, ведь мы видим у него котомку, да? И эта котомка очень часто говорит о том, что все-таки какие-то материальные и прочие мирские блага, в том числе и какой-то очень важный опыт у человека остались и никуда не делись. Это что-то очень ценное, что призвано оказывать ему помощь на этом пути к истине, к новым открытиям, и одновременно с этим давать ему возможность, может быть, даже банально не умереть с голоду, потому что ты человек, и ты должен и пить, и есть. Во многих манускриптах и старинных книгах рассказываются разные истории о том, что главная атрибутика этого глупца, этого Шута заключалась именно в том, что он совершенно был непосредственен и вообще отказывался от какого-либо образования. Якобы логика и рациональность это были не сильные коньки и не очень важные вещи в тот период времени, потому что, во-первых, они были недоступны абсолютному большинству людей до какого-то определенного момента. Во-вторых, программы выживания были гораздо более актуальны, чем сейчас. Да? Это сейчас у нас человек особенно не парится над тем, как ему выжить, потому что у него есть электричество, у него есть вода, у него есть, не знаю, там общественный транспорт, дикие животные не бродят по улицам городов. Но раньше этого не было. Раньше жизнь человеческая была гораздо более опасна, чем она есть сейчас. И в этом большая заслуга, конечно же, определенных конкретных людей и научно-технического прогресса, который они создали. Но, к сожалению, некоторое большинство людей, в общем-то, до сих пор так и не вышло на эту стезю познания, исследования своей интуиции, вообще исследованию мира. И, соответственно, наш мир в каком-то смысле, пережив вот этот вот многолетний рассвет появления каких-то безумных научных открытий, чего-то еще, все-таки потихонечку начинает деградировать. То есть превращается в Шута, которому ничего не интересно, кроме развлечений, кроме пира во время чумы, а чума, как говорится, на всех домах сейчас в настоящее время. И поэтому мы сейчас имеем не что иное, как дело именно с теневым арканом, а ни в коем случае не с прямым, потому что прямой – это стимул технологии, это энтузиазм, это любопытство, повторюсь, это жажда познания, это жажда новизны, перемен, это авантюризм в хорошем смысле этого слова. Но сейчас текущее общество всего этого лишено. И в этом прослеживается определенная тоже социально-общественная роль этого Шута, которая и в те времена была многогранной, и, собственно, сейчас она тоже не менее объемной является. Это одновременно и комик, и критик, и философ. И, в общем-то, если мы отталкиваемся от литературы, то, по-моему, в своей «12-й ночи» Шекспир описывал своих шутов именно как персонажей, которые были гвоздем программы, они обладали настолько глубоким пониманием вообще человеческой природы, и вот эта их наигранность, какая-то наивность, душевная простота было не более чем обманом зрения, по сути, потому что именно за счет этой псевдонаивности и псевдопростоты они могли очень гармонично, в общем-то, и безопасно, опять же, существовать на некой грани, где, с одной стороны, их ждал хаос, а с другой стороны, все-таки какая-то стабильность. Да, и разные люди на их шутовские игры реагировали по-разному. Кто-то смеялся, у кого-то это вызывало слезы, у кого-то это вызывало задумчивость. И, в общем-то, наверное, очень важно понимать эти аллегорические проявления характера персонажа этой карты, потому что, понимая характеристики и нюансы этого аркана, многие из вас лучше могут понять, допустим, своих детей-подростков, или лучше могут понять своих детей-дошкольников, да, или младенцев, или взрослых людей, которые находятся рядом с вами, потому что, опять же, я повторюсь, заблуждение и масс-маркет обучения Таро низкого совершенно уровня приводит сейчас эту огромную культурную информацию к интеллектуальной пропасти в буквальном смысле, потому что большинство людей совершенно развращены
некорректными какими-то знаниями, отсутствием понимания истинной природы вещей. Да. Во всем мире, в любой культуре, в любой доктрине, мифе, притче, везде рассказывается история про некий божественный дух, который начинает путешествие перед созданием и сотворением мира. У нас две есть такие фигуры. Одна из них жрица, это та, которая непосредственно вдыхает жизнь через какой-то объем информации, помещенный в некое пространство. А шут – это первый элемент чего-то очень глобального. Непонятно, чем этот эксперимент шутовской закончится. Что бы в вашей жизни ни начиналось, если оно начинается с шута, вы должны понимать, что исход этого эксперимента, он заведомо неизвестен. Но преимущество шута в том, что вы в любой момент времени можете остановить какой-то процесс и сказать: все, мне это больше не интересно. Я хочу двигаться дальше, потому что здесь для меня уже процесс исчерпан. Я ничего здесь хорошего и приятного не сделаю для себя. И поэтому, когда мы рассуждаем об этой глубокой, я бы сказала, подоплеке из нашего коллективного бессознательного, мы не можем не касаться вопросов философии, потому что философия, она основополагающий элемент для понимания глубинной сути Таро и вообще для глубинного понимания сути нашей жизни. И любые философы, они, как правило, вообще закоренелые циники. Но за этим цинизмом стоит понимание реалистичных вещей. То есть каждый философ в каком-то смысле тоже есть шут, потому что они рассуждают о каких-то гипотетических вещах, мы не можем эти вещи зачастую потрогать руками, и они выдвигают какие-то идеи, которые не могут найти понимание у большинства современников, но тем не менее именно философские воззрения в конечном итоге через 100-200 лет становятся тем фундаментом, на котором развивается какая-то определенная часть науки или что-то другое. Поэтому, в общем-то, если мы рассматриваем шута как философа, то понятно, откуда он берет эту издевку, эту насмешку, эту провокацию, потому что с помощью своих завуалированных высказываний шут прежде всего как раз-таки стремится обнажить глупость и лицемерие всех своих собеседников, или, правильнее сказать, современников, потому что среднестатистическое общество сейчас несет огромные сложности, касающиеся разницы между глупостью и умом, как она есть. Значит, тут мы подошли к очень важному вопросу, на который нужно обращать внимание, потому что всех людей можно разделить на два лагеря. На людей умных и на людей глупых. И основной парадокс заключается в том, что две этих стороны, два этих лагеря – это фактически одна монета. Это тот же самый шут, который мы видим прямой и перевернутый. Вот если он прямой, то мы однозначно имеем дело с умным человеком, как я сказала в самом начале этой лекции. Если шут перевернутый, то однозначное дело перед нами тот человек, с которым ни дискуссия, ни дебаты, ни обсуждения, ни увещевания, ни предупреждения не будут иметь вообще никакого эффекта. Ибо вы находитесь в контакте с человеком, главная задача которого – это привести себя к какому-то, не знаю, падению, разрушению, к деградации, к чему-то еще. И классика жанра заключается в том, что такие люди не погибают никогда одни. Они всегда утаскивают за собой в эту клоаку преисподней других людей, которые случайно или намеренно оказались рядом с ними в этот промежуток времени. Так вот, что же у нас разного есть в шуте прямом и в шуте перевернутом с точки зрения понятий глупости и ума? Несмотря на то, что, в общем-то, эти качества обычно рассматриваются как противоположные, природа их появления, взаимодействия гораздо сложнее, чем мы обычно привыкли видеть. Да? Вот большинство людей, в общем-то, считает, что ум – это образование высшее, к примеру. Да? Вот умный человек – это обязательно человек образованный, а вот глупый человек – это значит человек без образования. Но это не всегда так.
В большинстве случаев бывает так, что человек с образованием как раз-таки является типичным представителем синдрома Даннинга-Крюгера. Если кто не знает, то я скажу, что синдром Даннинга-Крюгера – это такой синдром, когда глупец настойчиво выпячивает себя как умного человека, а умный человек не уверен в своих знаниях и говорит о том, что я, дескать, не умный, наверное, я еще учусь. Или, может быть, и вовсе считает себя дураком. Вот такой вот парадокс. То есть, чем глупее, тем более, в общем-то, вы услышите от этого человека каких-то утверждений, которые должны будут убедить вас в том, что вы общаетесь с умным человеком. Но на самом деле, когда мы говорим об уме, именно качество основное умного человека заключается в умении очень быстро адаптироваться к меняющимся жизненным обстоятельствам. Умный человек – это человек любопытный, это человек, интересующимися знаниями. Так как у нас Шут интересуется вообще познанием, он познает мир вокруг себя. Да? Почему эта карта в каком-то смысле действительно очень похожа на некий управляемый хаос? Потому что единственное, что ей управляет, это жажда познания. А к чему этот хаос приведет, какой на выходе будет результат, это уже второстепенная история. Потому что здесь эдакий самурайский выражен путь, что нет цели, есть просто процесс. Я познаю, потом в конце концов я понимаю, что все-таки через это познание я существую. Я вот такой-то человек, и что-то со мной там есть приятного. Образование – это вовсе не категория ума. Умный человек – это человек, который понимает, что такое коммуникация. Это человек, который прежде чем что-то сказать, помните, как Москва слезам не верит, ляпай, но с умным лицом, у них это называется свое мнение. Да? Так вот, как раз отличительная особенность глупого человека в том, что он именно ляпает. То есть это человек, который подвержен эмоциям. Ведь самое важное, о чем нигде не говорится в формате описательных характеристик Шута, это эмоциональная составляющая человека. Его багаж, его котомка, чемодан, не знаю, там какая-то салфетка, в которой что-то спрятано, включая животное, которое обычно на карте находится или впереди, или сзади него, это как раз указание на то, что перед нами человек, умело контролирующий свои эмоциональные реакции. Когда вы видите, что этого Шута на карте кто-то пытается схватить за ногу или держит его за ногу, животное имеется в виду, это как раз и есть история эмоциональной реакции, которая удерживает человека скоропалительных действий, скоропалительных каких-то суждений. Она дает ему время сначала задать себе вопрос, а правильно ли я реагирую, а правильно ли я думаю, а правильно ли я что-то вижу, действительно ли это так, или это какие-то мои внутренние состояния, мои внутренние проекции, потому что если перевернутый Шут обычно все принимает за чистую монету, и я бы сказала, что с точки зрения психоанализа перевернутый Шут есть не что иное, как человеческая проекция, которую он вешает на мир, да? То есть когда мы видим мир и реакции, слова других людей сквозь призму своих собственных проблем внутренних. Потому как прямой Шут, руководствующийся теорией познания, у него нет, он чистый внутри, у него нет никаких суждений ярко выраженных, у него нет никаких проекций ярко выраженных. Это как ребенок, который только родился, он лежит на руках у неонатолога, он смотрит на этот мир и пытается понять, а где я вообще нахожусь, и что со мной происходит. Да? То есть это первый контакт с какой-то неизвестной мне ранее реальностью, в которой я пытаюсь адаптироваться. Вот что такое прямой Шут. А не то, что обычно думают все люди. И возвращаясь к характеристике типичной глупости, это прежде всего такая вот, мне кажется, наивность. Наивность, которую человек начинает использовать как инструмент для манипуляций другими людьми. Вот типичная фигура я ж мамка, так их, по-моему, называют, да?
это все, что касается как раз-таки такой вот псевдонаивности шутовской, то есть это перевернутый шут, который показывает нам женщину, вполне осознающую конкретно степень своей вины в какой-то конкретной ситуации, но при этом абсолютно игнорирующую эту вину и требующую от окружающих ее людей соблюдения каких-то ее бредовых желаний, требований и правил. Да? То есть это относится к теме таких женщин, которые совершенно не знают и не понимают, что такое культура, культура общения, культура воспитания, которые не имеют понятия, что такое уважение, и в конечном итоге не уважают ни своих собственных детей, ни саму себя, естественно. Я думаю, что с такими ситуациями, с такими фигурами, хотя бы раз в жизни сталкивался любой человек, независимо от того, в какой стране мира он живет. Впрочем, мужчины такие бывают тоже, естественно. Так вот, когда мы говорим о глупости и об уме, что здесь мне еще хочется сказать в защиту, так сказать, наивности? Наивность – это незамутненное детское восприятие, основанное прежде всего на доверии. То есть сказать, что быть наивным человеком плохо, нельзя так сказать. Сказать, что быть наивным человеком хорошо, тоже нельзя так сказать, потому что во всем должна быть золотая середина. Люди наивные, не понимающие потенциальных угроз, исходящих от этого мира, как раз-таки чаще всего и становятся жертвой различных преступлений, будь то похищение, убийство или какие-то другие вещи. И в том числе именно поэтому шут очень часто является олицетворением детей, которые требуют заботы, внимания и безопасности. Потому что именно дети в силу наивности, которая является не наивностью вовсе, а является отсутствием понимания потенциальных опасностей, угроз и чего-то еще, становится жертвой преступников. Поэтому, наверное, когда мы говорим о человеке умном или глупом, умный человек тот, кто с доверием относится к этому миру, кто в меру является наивным, но тем не менее очень четко умеет распознавать какие-то потенциальные опасности. А человек глупый использует наивность как свое оружие. Он с помощью этого оружия выцарапывает себе какие-то определенные материальные блага или что-то другое для того, чтобы жить, наверное, лучше, чем он сейчас живет. Или для того, чтобы пойти у этих умных выцарапать то, что они хотели бы иметь сами. Вот некоторое время назад, кто из вас в нашем телеграме есть, я рассказывала там про французский фильм, как раз-таки раскрывающий тему теневых шутов про семью с 2 детьми. Да? Одна из ужасающих картин, которые я смотрела за последние несколько месяцев, и многие из вас, в общем-то, пережили те же самые эмоции, что и я. Вот представьте себе, и таких людей очень много. Поэтому, когда мы говорим о шуте, прямой шут никогда не акцентирует внимание на таком чувстве, как зависть. Ему не интересно, что есть у другого человека. Он живет историей своей, собственной. Он всегда хочет пробовать, он всегда хочет пытаться. Он может использовать чужие успехи исключительно как изучение опыта человека, изучение пути человека. И на основе изучения этой информации уже строить какой-то свой собственный путь и свою собственную стратегию. А когда мы имеем дело с шутом в теневом его выражении, то там нет понятия познания, там нет желания знакомиться с чьим-то опытом. Там есть потребность отобрать, присвоить это себе, не тратить никаких усилий на достижение чего бы то ни было. Потому что это единственная рабочая стратегия для такого человека и вообще единственное привычное, наверное, какое-то качество среды, в которой он обитает. Поэтому очень много людей, повторюсь, мимикрируют в ужасной сущности, но при этом прикрываюсь маской наивности, доброты, помощи, поддержки и так далее.
В чем опасность, когда встречаются два этих типа людей? Наверное, в том, что это создает очень сильную напряженность внутри вот этого поля, где существуют два таких человека. В общем-то, я не помню, кто сказал, может быть, Жванецкий. Вообще достаточно много людей, кстати, об этом писали, о том, что количество людей, не обладающих критическим мышлением и не способных вообще к банальному мышлению, очень много. И обычно в обществе такие люди всегда составляют очень весомый процент. Вот вам текущие геополитические события. Если вы понаблюдаете за этими событиями поподробнее, то вы поймете, что на самом деле управляет вообще людьми. И кто из политиков как раз-таки играет роль шута прямого, а кто играет роль шута перевернутого. Вообще с точки зрения понимания аркана Таро очень забавно иногда проводить такие аналогии, вообще анализировать такую информацию сквозь характеристики арканов, потому что там открывается масса важных вещей. Так вот, человек, находящийся в перевернутом состоянии, так это назовем, тот, кем правит тень, тот, кто прикидывается дурачком, но на самом деле хитрый и умный, он зачастую как раз-таки представляет огромную опасность для большинства людей. Поэтому с такими людьми жить и соседствовать очень тяжело. Соседствовать, как в буквальном смысле соседствовать, сидеть за одним столом в коллективе на работе, потому что это бесконечные скандалы, так и соседствовать, банально ехать, не знаю, в одном вагоне метро, автобуса или плыть на одном корабле или лететь в одном самолете, потому что ты никогда не знаешь, что этот человек может выкинуть в буквальном смысле, да, своим поведением, какой форт или может у него появиться. И от этого твоя жизнь постоянно подвергается угрозе. Вот. Поэтому качество умного человека именно в понимании этих рисков. И здесь шут, как бы его ни называли, рисковым, авантюрным, каким-то еще, это человек, который очень хорошо умеет эти риски чувствовать. Да, зачастую ему сложно понять эти риски, как-то их описать словами. Но с точки зрения чувствования, он прекрасно понимает, от кого исходят флюиды и опасности, и от кого надо держаться подальше. Вот. Ну и, собственно, некоторый такой философско-антропологический, исторический ракурс мы обсудили. Давайте перейдем к анализу этого аркана и обсудим, какие вещи, в каких моментах эта карта может нам рассказывать. Итак, какие вещи важно знать про шута, когда вы работаете с этой картой, просто так работаете в контексте медитации, или, может быть, она в раскладах у вас появляется, да и вообще, в принципе, какие вещи очень важно знать об этом персонаже, который представляет для нас и для нашей, не побоюсь этого слова, всей человеческой цивилизации ценность. Это прежде всего историю про прогрессивные перемены, в буквальном смысле, про наступление какого-то будущего. Это история про то, что человек, с которым вы имеете дело, обуреваем желанием начать все заново, освободиться от старых ограничений, угнетений, каких-то проблем. Человек, который в буквальном смысле хочет начать все с чистого листа. И вот когда мы говорим, опять же, о конфликте между прошлым и будущим, большинство конфликтов в обществе, в геополитике происходит как раз из-за того, что прошлое не желает уступать место будущему. А что случается с тем, когда прошлое застревает и не считает уступать необходимым место будущего? Начинается запустение, смерть и всякое остальное, потому что то, что давно сгнило, так или иначе все равно должно умереть. Вот главная жизненная философия, в общем-то, шута. С точки зрения каких-то профессиональных качеств, каких-то определенных активностей, шут демонстрирует нам именно некую точку временную, момент, когда в голове человека, может быть, осознанно, рационально, может быть, неосознанно в виде каких-то телесных, эмоциональных ощущений возникает та самая история принятия решения, что я готов. Это принятие каких-то очень нестандартных решений, зачастую перечеркивающих привычный текущий комфорт и открывающих
перед человеком совершенно новые двери. Это все, что касается кардинальной смены сферы деятельности, кардинальной смены статуса отношений, жизни вообще в целом, места проживания, каких-то определяющих ранее человека навыков, знаний, умений и так далее. То есть главная история, которую можно, кстати, найти в шуте, и о котором тоже мало кто когда говорит, это выход из зоны комфорта. Вот все из вас слышали эту фразу «выйти из зоны комфорта». И ведь мало кто на самом деле думает, что выйти из зоны комфорта – это как раз-таки стать шутом. Выход из зоны комфорта на самом деле не сопряжен ни с какими сложностями, если этот выход не принудительный, а добровольный, потому что добровольный выход, он осуществляется ровно тогда, когда у вас возникает любопытство, энтузиазм и интерес. А вот когда вас принуждают выходить из зоны комфорта, то это совсем не шут, это как раз уже история, которую можно назвать, не знаю, пятеркой жезлов, к примеру, да, там, или пятеркой кубков, или пятеркой пентаклей, пятеркой мечей, когда жизнь сама вас заставляет выйти оттуда, где вам привычно было находиться, потому что наступило то самое время идти в новую какую-то реальность, чему-то новому учиться, что-то новое познавать, что-то новое делать. Рождение ребенка для любой семьи – это выход из зоны комфорта. Причем для некоторых людей это принудительный выход из зоны комфорта, когда эта беременность была незапланированная и, более того, нежеланная даже, да, потому что незапланированная беременность не всегда бывает нежеланной. Достаточно часто незапланированная беременность – это желанный ребенок в конечном итоге. Но есть и такие люди, у которых незапланированная, нежеланная. И в этом случае это огромный колоссальный стресс. А в том случае, если этот ребенок был ожидаемым, желанным, в некоторых случаях запланированным, так это кайф, потому что действительно начинаются суета, будни, хаос и счастье от того, что у тебя в семье растет маленький человек, который потом, превращаясь в этого самого уже конкретно шута, познающего мир, смешит тебя своими перлами и своими поведениями, потому что на самом деле у детей очень многим вещам нужно поучиться. Большинство людей, взрослых, как раз-таки превратились в перевернутого шута, в теневого шута и забыли, что такое детская непосредственность. Забыли, что такое радость и наслаждение, счастливое утро. Потому что у шута счастливое утро, у шута радость и наслаждение. Шут находит удовольствие в любых вещах, которые его окружают. Даже если это какая-то суровая реальность, все равно в этой реальности шут найдет для себя что-то полезное. Шут сможет поддержать вас в любой момент времени, кстати. И всего лишь через одно единственное напоминание, что непонятно, что будет завтра. Непонятно, чем все закончится. Но вот сейчас, если ты начал, попробуй. Попробуй сделать то, что ты хочешь. И если у тебя получится, ну круто. А если не получится, ты просто учтешь этот опыт, как ты его доработаешь, что-то там переиначишь и попробуешь в следующий раз. И в следующий раз так получится уже точно. Потому что шут пропагандирует свободу. Всегда. Шут всегда пропагандирует открытость ко всему новому. И многие люди считают, что шут безответственный. Но я повторюсь, безответственным бывает только перевернутый шут. Если мы говорим об этой карте, которая окружена в раскладе только хорошими, динамичными, классными арканами, то это говорит прежде всего об ответственности за то, что ты делаешь. Но эта ответственность распространяется только на тебя, а ни в коем случае не на других людей, потому что твоя главная задача как шута – возбудить идеи кого-то. А каждый человек должен существовать в рамках своей общей ответственности. Если один человек ответственен, а второй не ответственен, то в конечном итоге из этого предприятия ничего не получается, и этот шут просто перепрыгивает и идет дальше. Там, где уже только он будет управлять этой ответственностью. Там, где он будет знать, что успех этого предприятия зависит только от его действий. Поэтому, видите, карта достаточно парадоксальная. Она сочетает в себе массу различных неограниченных вариаций
развития жизненных событий, потому что это как эксперимент, повторюсь, шут как эксперимент. У вас рождается ребенок, вы не знаете, каким он будет. Каким он будет, вы узнаете только тогда, когда он сформировался. И дай бог, как говорится, если из этого маленького непосредственного ребенка вырастает действительно хороший человек. Классный, умный, воспитанный, культурный, уважительный, самое важное, человечный. И гораздо печальнее, если эксперимент не удается. И из этого ребенка вырастает что-то не то, что на самом деле должен представлять из себя человек. Но здесь опять подоплека и предыстория вопроса, почему человек, который начал за такое здравие, вдруг может закончить за упокой, откуда она возникает? Ведь потенциалы, амбиции шута, жажда жизни шута, она не меняется просто так. То есть, если мы говорим о детях, она зависит от среды, в которой находится ребенок. Она зависит от того, что прививают этому ребенку значимые лица, что прививает этому ребенку общество. И если этот ребенок сталкивается только с насилием, физическим или моральным, то, соответственно, из него получается ровно то, о чем мы говорили в первые 30 минут этой лекции. Человек, который пользуется слабостями других людей для достижения своей цели, не испытывая при этом совершенно никаких угрызений совести или чувства вины. Вот и все. Еврейский мистицизм. Еврейский мистицизм здесь просто понятен. Вот в самом начале я сказала о том, что это божественный дух, а с точки зрения древа Сефирот, шут – это аллегоричная демонстрация того, как некий божественный замысел начинается воплощаться в реальной жизни. То есть вот представьте себе на секунду, что человек – это действительно плод какого-то глобального эксперимента инопланетной цивилизации. Вот вы сейчас все с этими экспериментами сталкиваетесь так или иначе на страницах каких-то журналов, наук, может быть, кто-то в своей реальной жизни сталкивался. Я сейчас говорю про ЭКО. Ведь и раньше когда-то это казалось невообразимым, да, как можно взять и родить человека из пробирки. А вот вам, пожалуйста, у женщины делается забор яйцеклеток, мужчина сдает свой биоматериал. И в конечном итоге либо непосредственно доктор с помощью инъекции оплодотворяет эту яйцеклетку в пробирке в буквальном смысле, либо этот мужской биоматериал вводит в организм женщины или уже потом подсаживает готовый эмбрион, то есть по-разному бывает. Но тем не менее факт остается фактом. Налицо первая стартовая точка творения. Эксперимент, который вдруг начинает работать. Поэтому с точки зрения каббалы, шут – это фактически принцип невыразимого какого-то божественного мира, вообще божественного вмешательства, божественного толчка, который находится за пределами понимания, потому что шут не думает, откуда он взялся. Шут видит только то, что есть перед ним. И для большинства людей во время работы с этой картой в раскладах возникает вопрос, почему он так поступает. Да потому что он не думает о том, что было вчера, он думает о том, что будет сегодня. И, в некоторых случаях, может быть, завтра. Если где-то у нас там, не знаю, есть, предположим, 8 жезлов с 7 кубков, то да, человек будет думать о том, что будет завтра. Но в большинстве своем единственный ресурс у шута – это сегодня. Потому что как будет завтра, да черт его знает. Я сегодня живу, я сегодня должен получить максимум впечатлений. Именно сегодня я осуществляю какое-то действие, которое меняет мое состояние. И, может быть, это состояние в конечном итоге действительно что-то откроет передо мной. Вот такая здесь история с точки зрения каббалистического мира рождается в шуте, потому что это просто некий акт, творческий акт, какой-то момент, когда абстрактная идея уже превратилась во что-то начальное. А что уже вы будете с этим полученным результатом делать, это уже другой вопрос.
Потому что как именно вы будете его лепить, что из этого получится, неизвестно. Известен какой момент? Только такой, который представлен на какой-то четкой схеме. Поэтому если мы в раскладе встречаем, предположим, шута в связке с правосудием, то здесь речь будет идти как раз-таки о конкретной существующей схеме чего бы то ни было. И там абстрактно шут точно знает, к какому результату он хочет прийти. А если это какая-то обтекаемая карта в виде мира, в виде, предположим, Луны, то там нет никаких пониманий. Я не знаю, что будет завтра, я не знаю, чего я хочу, я не знаю, что меня беспокоит, я не могу писать мои чувства, потому что я замкнут в рамках своего какого-то внутреннего пространства. И у меня нет имен, то есть имен имеется в виду название вещей, с которыми я сталкиваюсь, чтобы эти вещи как-то, дали мне возможность описать, что я чувствую. Вот так это выглядит у шута. Это абстрактная идея, абстрактная ситуация. Это что-то возникшее буквально на секунду, какой-то всплеск эмоциональный, впечатление. Очень часто характеристика шута бывает именно как такой вот прилив эмоциональный. Именно прилив эмоциональный, положительный, толкающий действительно человека к отказу от его будней и переходу в новое совершенно состояние. Самый банальный приведу простой пример. Человек, у которого давно нет отношений, но который в этих отношениях нуждается и, в общем-то, не знает, будут они или нет. И любой какой-то мимолетный даже отклик в вашу сторону от человека, который проявил к вам симпатию или сказал вам комплимент, внутри вас пробуждается огромное количество положительных эмоций. Вы по-другому смотрите на себя в зеркало, вы вдруг начинаете отмечать свою привлекательность, с вами происходит что-то еще. Это все шут. Вот это вот по щелчку пальцев, раз и все. Это шутовское. Поэтому видите, какая приятная, классная карта. Кроме всего прочего, главная характеристика шута – это свобода выбора, но не свобода воли, да, потому что свободы воли не существует. В человеческом понятии, несмотря на то, что у нас до сих пор философия ведет различного рода дебаты, но философии воли, видите, прям вот так вот философии воли, свободы воли не существует только потому, что вы не знаете, что такое ваше сознание. А ваше сознание – это и есть шут. Пока вы занимаетесь обычными будничными делами, ваше сознание, находясь внутри вас, самостоятельно принимает решение, что вы будете делать дальше. И вы фактически являетесь только инструментом своего мозга, который все за вас уже решил. И действуете в той парадигме, в которой хочет он. Отсюда и возникает очень такая парадоксальная сложная дилемма. Все-таки шут – существо бессловесное, всего лишь инструмент чьей-то воли, или это человек, который может принимать решения самостоятельно. И здесь простор и поле для различного рода исследований, гипотез, обмена мнениями, потому как каждый из вас должен сам найти ответ на вопрос, вы все-таки действуете самостоятельно или вы действуете под воздействием какого-то импульса, какого-то события, какого-то стимула. Потому что, по мнению шута, жизнь и так бесконечно сложная штука. Поэтому зачем я буду брать на себя чужую ответственность, говорит шут. Мне вполне достаточно моей собственной ответственности. И даже та ответственность, которую я несу, мне с ней очень тяжело. Почему я так думаю, я не знаю, говорит шут. Почему у меня такие мысли, я не знаю, говорит шут. Вот я мыслю нестандартно. Это человек, мыслящий нестандартно. Это человек, который старается не держаться ни за какие роли в обществе. Несмотря на то, что шут на самом деле является одним из очень важных персонажей в жизненном цикле любой организации, потому что это креатор,
Это творец, это идейный вдохновитель, это человек, который отлично может заниматься стратегией развития компании, это человек, который очень далеко видит горизонты и может прогнозировать новые какие-то тренды, новые мейнстримы. Но при всем при этом это тот человек, который точно не организатор. И он никогда не сможет заниматься организацией чего бы то ни было. Этот человек точно не маркетолог и не продавец. Это человек, писатель, художник, музыкант, скульптор, ремесленник, создающий какие-то вещи. Потому что он живет своей природой, своей душой. И именно поэтому шут, всякий раз появляясь в вашем раскладе, прежде всего будет фиксировать некий момент о том, что, возможно, вы сейчас находитесь в ситуации, когда вы должны бросить вызов в буквальном смысле всем установленным порядкам, всем убеждениям, всем стереотипам. Может быть, именно в вас заключается сейчас история про некоего пассионария, который должен заставить людей пересмотреть свои убеждения, свое мировоззрение, потому что вы являетесь источником именно вот светоча какого-то нового мышления. Именно этот светоч может привести к каким-то глобальным переменам, к чему-то. Но при том, при всем, если мы берем политическое устройство любого государства, вот многие всегда говорят, маг, это манипулятор, это политик и так далее. Но самый худший политик – это, в принципе, теневой шут, потому что это не политик, это человек, который просто тупо отрабатывает свои деньги и сидит у кормушки. А вот если это прямой шут, вот это как раз самый классный политик, который только может быть, потому что именно такой политик живет интересами будущего, причем будущего прогрессивного. Это такой политик, который может предложить какие-то новые, принципиально новые продукты, не знаю, там, устройства, общества, образование, чего-то еще. И всякий раз с чем мы сталкиваемся. Любой прогрессивный человек, любой пассионарий всегда будет уничтожаться системой и другими людьми. Ну, мы имеем в виду, что людьми, естественно, глупыми, необразованными, с точки зрения именно понимания каких-то разных вещей, не с точки зрения наличия диплома. И именно шутов, этих пассионариев, этих фантастов, этих ученых, этих каких-то прочих умных людей подвергают остракизму, подвергают критике, не знаю, там, угрожают в прямом смысле. Если человек угрожает в частности системе, то участь этого человека печальна, если ему негде спрятаться от этой системы. Потому что система, как та матрица, в которой есть агенты Смиты, очень тонко чувствует, когда посягают на то, что ей принадлежит. На ее деньги, на ее власть, на все остальное. Она, естественно, задействует колоссальное количество усилий для того, чтобы уничтожить любое инакомыслие и свободомыслие. Вот в чем основная проблема. Ну и, собственно, такой вот философский момент у нас немножечко здесь закончен. Да? Давайте поговорим чуточку о типичных ответах на вопросы, которые у нас могут возникать при работе с этой картой. То есть, если мы говорим о том, что у вас вышла карта, которая отвечает вам на вопрос, что этот человек чувствует в отношении вас, этот человек в отношении вас чувствует интерес. Этот человек не знает, что у вас будет завтра, вообще будет ли у вас что-то. Сейчас ты мне интересен, давай пообщаемся, поговорим. Но если вы рассматриваете историю уже каких-то отношений, которые длятся какой-то промежуток времени, и вы не понимаете, что же в этих отношениях происходит, то в этом случае интерпретировать шута нужно при учете следующих ипостасей. Если вы долгое время находитесь в отношениях, а человек, с которым вы пребываете в отношениях, до сих пор так и не сделал вам предложение или не дала согласия на ваше предложение, то однозначно шут будет говорить, что я ищу кого-то поинтереснее, точно не тебя.
А если вы в давних отношениях, у вас брак, не знаю, там дети, что-то еще, и вдруг выскакивает шут, так это классно. Это обновление, это чувственные эмоции, это интерес неугасающий какой-то к своему партнеру, к своей партнерше. Это удовлетворение от общения, от коннекта. Любая рекомендация шута однозначно говорит о том, что соверши вот то, чего ты хочешь, и то, что ты откладываешь, пришло время сделать. Соверши это, сделай это. Перестань держаться за то, что у тебя есть, или за то, что у тебя было. Возьми, попробуй. Можешь не рвать кардинально, говорит шут, но просто попробуй сделать что-то новое. Попробуй вкусить эту жизнь, да? Попробуй выйти из этой рутины. Поэтому, завершая нашу сегодняшнюю с вами беседу, я, наверное, зачитаю вам метапослание. Зачитаю вам метапослание. Метапослание имеется в виду сопроводительную книгу к моей колоде Таро метапосланий. Книжечка получилась у меня классная, шикарная. Я считаю, что ее надо читать. Так вот, я пишу там про шута, что шут – это начало сотворения мира, пустота, которая пронизана нитями гравитации, стягивающие частицы ближе друг к другу. То есть это формирование нового мира. Формирование чего-то вообще принципиально нового из обломков старого, потому что любой мир не формируется просто так. Он всегда строится на каких-то обломках планет, астероидов, каких-то других космических тел. И так как в мире все в принципе живет по одним законам, да, и все подвержено какому-то определенному циклу, определенной цикличности, то и шут, в принципе, имеет некий общий какой-то закон. Это может быть человеческий закон, это может быть какой-то божественный закон, но смысл в том, что если вы проанализируете какие-то значимые события в вашей жизни, будь то вступление в брак, переезды, бракоразводные процессы, то есть действительно, что это значит? Это не все события надо учитывать, а именно события, которые кардинально повлияли на вашу жизнь. Не надо учитывать время окончания школы, не надо учитывать время смерти кого-то из близких родственников, а именно только в том случае, если это окончание школы или это смерть оказала какое-то грандиозное воздействие на вас. Вот это грандиозное воздействие, по сути, вынудило вас стать шутом. И в этом случае, да, это будет иметь к вам принципиальное отношение, потому что это является некой временной вехой вашего жизненного цикла. Так вот, шут. Ничто не умирает, но растворяется в пространстве, принимая новую форму существования снова и снова. Тот, кто не понимает, что именно делает, но тот, кто понимает, чего он больше делать не будет. Шут – это тот, кто понимает, что время слишком ценный ресурс, чтобы разменивать его на мелочи. Из-за этого шут очень часто может выглядеть торопыгой, но это не так. Шут – это тот, кто вовлекается в процесс сам и вовлекает туда других, но не специально, а через яркость своих эмоций и свободу самовыражения. Вот что значит шут. Пустота только внешняя, поверхностность только внешняя. Потому что на самом деле шут – это глубокая история про невероятный кругозор мышления, про невероятную глубину интеллекта. Это про новый уникальный опыт. И, конечно же, про легкость в общении, потому что у шута есть очень важное качество, которого не хватает многим людям. Это умение вовремя уйти, вовремя остановиться, вовремя уйти, оставить после себя что-то хорошее, какое-то приятное послевкусие, чтобы когда ты закрываешь дверь, про тебя не говорили, какой ты мерзкий, отвратительный человек, а говорили про то, что ты классный, ты легкий, с тобой легко, с тобой приятно. Что в конечном итоге в жизни каждого человека самое важное? Вот сейчас я закончу свою беседу этой фразой. Легкость в общении. Вы никогда не будете получать удовольствие от общения с людьми, с которыми плохо, дискомфортно, которые причиняют вам какие-то неудобства физические. Вы будете стараться избегать таких людей. Потому что всегда классно общаться с тем, с кем легко, с кем приятно, с кем какие-то эмоции возникают, улыбки, смех, радость, счастье, ощущение какого-то свежего воздуха. Никто не хочет общаться, простите, с человеком, из которого льется дерьмо.
Поэтому будьте шутами. Пусть от вас исходит божественный свет, и каждая ваша поступь в жизни будет окружена какими-то приятными моментами. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимия. Приходите к нам учиться. Пока-пока и до новых встреч.